Друзья, приветствую вас. Это экстренный выпуск. У нас черный лебедь пролетел. Это видно, кстати, и из индекса волатильности. Если мы посмотрим, сейчас вот он пробил, короткий пробой был 50, то есть это соответствует вполне как бы нормальному кризисному уровню уже. То есть это говорит о том, что события начали развиваться достаточно неблагоприятно для мировой экономики и фондовых рынков. Ну вот, собственно говоря, данные Института нефти, которые были опубликованы еще в 2019 году, по-моему, в августе или в сентябре. В соответствии с этими данными в первом квартале 2020 года должно было произойти снижение спроса, причем достаточно ощутимое на нефть. При этом рост добычи, он немножко увеличивается. Вот если опираться на эти данные прогностические, то получается, что такая ситуация, диссонанс между добычей и потреблением сохранится где-то до третьего квартала, то есть до сентября месяца. Что это значит? Ну, это значит то, что котировки на нефть, они, скорее всего, ну, если даже не будут на таких низких уровнях, а отскочат, все равно они будут находиться под давлением и будут склонны к тому, чтобы проседать. На самом деле, вот та ситуация, которая возникла, много шума там, ОПЕК плюс, не договорились, это все ерунда. Фундаментально спрос и предложение. Спрос и предложение решает все. Как только предложение становится большим, превышающим спрос, цена проседает. Но это закон экономики базовый. То, что там говорят, что российская делегация там это самое не договорилась, покинули заседание, я думаю, это все ерунда. По одной простой причине, там, вот, если отбросить все клише пропагандистские, и западные, и российские, вот элементарно, допустим, тот же министр, который там, как говорят, убежал, ушел, да, он, наверное, задал арабской делегации очень простой вопрос. Ребят, вот мы нефть снижаем, она что, реально как бы добыча в мире будет из-за этого снижаться? И наверняка арабы на этот вопрос не смогли дать вменяемый ответ по той простой причине, что, понятное дело, если происходит снижение добычи ОПЕК, то при текущей динамике и наличии покупателей эту нишу сразу занимают либо американцы, либо другие страны, которые в ОПЕК не входят. Вот. И тут ну, я не знаю, как и что там было, но предполагаю, что механизм был именно такой, был задан вполне без всяких там клише пропагандистских, там и без того, что мы там за наших или там за ихних, за ваших. Вот в такой ситуации задается один простой вопрос. Мы сокращаем с вами добычу. Что мировое производство нефти сократится при этом? Вы гарантию дадите? Нет, вы гарантию не дадите. Потому что эту нишу сразу займут другие. Все. Почему мы должны тогда снижать добычу, если мы при этом все равно остаемся в проигрыше? То, что касается заявления саудитов о том, что они там нефть начали предлагать с дисконтом 6-8 долларов, ну, такое, конечно, возможно, но я думаю, это не более чем блеф. По одной простой причине. Дело в том, что Саудовская Аравия при текущих затратах, она очень сильно зависима от выручки, получаемой за нефть. Неспроста они проводили IPO Сауди Арамко, потому что они предчувствовали то, что надо разместиться для того, чтобы избежать потом этого размещения и вынужденных продаж, когда цены на нефть будут снижаться. В результате что мы видим? Мы видим, что события, они протекали с вполне как бы предсказуемой фундаментальной очевидностью. Разместили Сауди Арамко, встретили Новый год, ну еще какое-то время прошло, поболтались с претензией на снижение, и цена на нефть рухнула. Ну, в общем-то, такие изначально и были посылы. Вот, соответственно, то, что с точки зрения технического анализа возможно развитие пути, разные пути событий, здесь это вполне как бы, тут разветвленный алгоритм. Оно может пойти так при таких-то условиях, при таких-то условиях оно может пойти так. Ну, как и в жизни. Вы, допустим, на машине выезжаете, включаете там какую-нибудь навигационную систему и смотрите пробки.
Там поехали по одной дороге, и тут же вам подсказывает, что объездная дорога, пробок будет меньше. Вы, соответственно, маршрут меняете. Так же и здесь. Это динамика. Тут такого нет, что вот там она там, например, 1 апреля будет стоить $39 54 цента. Конечно, то есть такое недостижимо. И здесь процесс он многофакторный и зависит от того, как будет развиваться. Но, по крайней мере, та логика, которая она озвучивалась в прошлом году, что по факту того, как IPO Сауди Арамко проведут, цены на нефть могут скорректироваться, здесь, в общем-то, ничего нового. Касательно рассказов саудитов о том, что они будут качать сколько могут и с дисконтом продавать, ну, есть кривая спроса и предложения. Соответственно, у них при определенных продажах они получают чистую прибыль, максимальную. При каких-то продажах они ее не получают. Я так предполагаю, с учетом того, что идет мировой тренд на увеличение издержек, скорее всего, у них с учетом всех этих обстоятельств затраты на добычу выросли. И поэтому, если они будут продавать нефть с таким дисконтом, я думаю, они не решат свою проблему бюджета, трещащего по швам. Здесь как бы они могут блефовать сколько угодно, но по факту то, что они даже в связи с тем, что у них были определенные финансовые сложности, пошли на IPO Сауди Арамко, плюс в преддверии того, что могут снизиться цены на нефть, говорит о том, что, ну, скорее всего, их заявление о продаже нефти с дисконтом не более чем блеф. Вот. Ну, может быть, они какую-то партию продадут. Потом у них, когда отрицательный баланс станет, они эту идею выкинут. И ничего они здесь сделать не смогут. Поэтому я думаю, конечно, сейчас ну, Институт нефти молодцы, ребята. То есть они это более или менее четко предсказали, на удивление, что будет такая раскорреляция. И вот эта раскорреляция, то, что спрос меньше, чем предложение, он вызвал этот обвал цен. Не то, что не договорились с ОПЕК, не то, что там кто-то что-то замыслил там. Я даже вообще в шоке был, когда Bloomberg опубликовал статью о том, что там типа российский лидер замыслил уничтожить американских сланцевиков. Ребят, ну это бред полный. Ну как, сколько сланцевики, сланцевая нефтепромышленность, она колоссальный вклад имеет в рост ВВП США. Это бесспорно. Много исследований на этот счет есть. Но суть заключается в том, что для России нефть жизненно необходима, и это основной ее экспортный товар. А для Америки дешевая нефть необходима для того, чтобы экономика Америки крутилась и развивалась, поскольку она прибавочную стоимость производит. И поэтому такие заявления, ну, со стороны Bloomberg, я не знаю, мне кажется, вот тех журналистов, которые подобную хрень несут, их надо уволить, потому что это чушь полная. Ну, здесь речь идет о том, что просто спрос падает, а предложение оно не становится меньше. Вот и все. Никто здесь никого это сам. Можно говорить все что угодно, сотрясать воздух, но объективная реальность такая. Спрос падает, предложение растет. Все. Никаких теорий заговоров, просто динамика развития мировой экономики. Так, ну вот китайский индекс сегодня в унисон отпадал вместе со всем остальным миром. Но на самом деле они пока вот из этой проторговочки не вышли. И хотя они волей-неволей инициаторы вот этого самого процесса стремительного, но тем не менее, то есть они пока держатся, хоть сегодня у них ну, тоже трешовое открытие было, минус 3%. Ну вот, S&P фьючерс сегодня обвалился, минус 4,5%, но видите, 2800 он пока так и не отработал. Вот как 2800-2780 будет, там определенная вероятность есть того, что произойдет отражение при снижении объемов торгов и какой-то корректирующий отскок будет. Но вообще здесь все больше и больше обстоятельства складываются на движение в район 2085. То есть вот как пузырь этот надували, так похоже он и сдуваться вполне может начать. И здесь как бы комплекс факторов. Здесь не только, ну как то, что падает нефть, падение нефти это следствие того, что спад и рецессия в мировой экономике. Не более чем. Здесь там не какие-то там хитрые инвестбанкиры, там бумажная нефть. Выбросьте эту чушь, которую несут различные чиновники, чтобы оправдать
свои промахи и бездарность из головы. Здесь вопрос заключается в том, что неправильно выстроена стратегия развития экономик, как отдельных, так и целиком мировой. Вовремя необходимые меры не предприняты. После 2008 года все впали в катарсис, что любой кризис можно залить деньгами, и ничего, собственно говоря, кардинального менять не нужно. Я здесь имею в виду не то, что нужно прекратить печатать деньги и сказать, что капитализм мертв. Нет. По сути, нет ни капитализма, нет ни коммунизма. Но это все как бы метафора, которую придумали для того, чтобы люди знамена поднимали и воевали. Здесь не произошла смена концепции, смена парадигмы вовремя развития. Кондратьевский цикл подошел к своему завершению. Кондратьевские циклы – это большие, ну, даже средние промышленные циклы, ну или большие, кто по-разному называют, который заканчивается раз в 50-60 лет. Но сейчас с учетом ускорения научно-технического прогресса поджалось, там говорят, что он сократился где-то до 45-60 лет. Но факт заключается в том, что когда цикл такой заканчивается, наступает эпоха потрясений. Точнее, она даже наступает не когда он заканчивается, а когда начинается рост нового цикла, когда происходят тектонические сдвиги в экономиках и приходит на смену новый технологический уклад. И вот как раз мы сейчас попали в тот момент, там, конечно, нельзя этот процесс предсказать с точностью там, до месяца и даже до года. Но судя по тому, какие идут изменения, мы как раз попали в смену кондратьевского цикла, начало рост нового цикла, так называемая эпоха Водолея, эпоха открытости, развития, там, когда идет глобализация усиленными темпами и так далее и тому подобное. И вот на фоне этого идет, соответственно, обвал фондовых рынков, потому что произошел неправомерный рост на фоне избытка ликвидности и накачки. И то, что мы сейчас наблюдаем, как раз процессы вот этого. Но еще посмотрим, как сегодня торгуется Америка. Она, по-моему, в 17:30 открывается, если не ошибаюсь, или 16:30, там из-за часовой разницы. По-моему, в 17:30 основные площадки. И по итогам этого можно будет судить о том, как и куда мы двигаемся дальше. Я думаю, здесь камнем преткновения может стать 2780-2800 по S&P. С таким стремительным обвалом вполне может быть, что на этой неделе мы увидим новые заседания ФРС и много интересных вещей. Кроме того, обращаю внимание, что, ну сейчас мы отдельно поговорим, на этой неделе будет заседание ЕЦБ, и там могут быть приняты кардинальные решения. Итак, сегодня, скорее всего, по Америке, ну уже как бы и так понятно, будет обвал. Наиболее вероятно, что он остановится 2780-2800 по S&P. Если он пробьет 2780 на объеме и уйдет ниже, то это будет полный трэш, обвал рынков. И здесь уже как бы начнется полный яролаж. На фоне этих процессов стремительно рухнул доллар по отношению к мировым валютам, особенно евро. Видите, сегодня аж 95.29 отработали. Ну, как бы с такими темпами на этой неделе можем увидеть заход и на 93.4. И, соответственно, это показатель того, что доллар к основным валютам ослабляется. Ну и на фоне этого евро отработал давнишнюю свою цель, которая находилась чуть ниже 1,15. И здесь как бы уже будет вопрос, то ли он будет проторговываться и стрелять дальше с целью движения на 1,1673, или уже на этой неделе мы можем увидеть разворот по евро и, соответственно, поэтапный возврат сначала на 1,12, потом, возможно, ниже. Так, друзья, на этой неделе в четверг будет заседание ЕЦБ, будут заявления и решения по монетарной политике. И вот на этом этапе, на этом заседании может случиться какое-то колебание существенное по курсу доллар-евро. При принятии достаточно жестких решений в плане дальнейшего ослабления, хотя куда там ослаблять, может оказаться так, что евро перестанет расти к доллару и начнет проседать.
То есть такой ход события в четверг по факту заседания и решения ЕЦБ вполне может быть. Сейчас идет активный переток в зону евро и в иену из долларов, потому что нужно покрывать текущие расходы, и за счет этого идет рост основных валют против доллара. Евро и иены. Ну и вот еще один индикатор кризиса. Стоимость золота в серебряных унциях сегодня взмыл. Он и до этого был на исторических хаях, а сегодня он улетел на сотку. То есть это все говорит о том, что те процессы, которые шли, они, в общем-то, такого плавного постепенного ослабления не будет. То есть здесь произошел удар. Вопрос в том, что сейчас последует разворот, или вот это вот движение стремительное вниз, оно начнет ускоряться, и здесь уже будет реальный трешак. Так, друзья, ну и далее, то, что касается нефти. Но сегодня по нефти прилетел черный лебедь, обвал там 20% и более. Цена доходила до 31. На что хотел обратить внимание. Тут зона торможения очень сильная, она в пределах 27,1, 31 доллар за баррель. То есть вот с этой зоны вполне может быть отскок, разворот и движение вверх. Но если все-таки будет пробитие 27,1 на объеме, то здесь уже как бы ждать, наверное, 20,15 в самую пору. То есть здесь идет самоускорение за счет того, что многие фонды, они держат деривативы на нефть. И, соответственно, это запускает циклическую реакцию. То есть у них начинаются маржин-коллы по нефти, им надо продавать акции для того, чтобы покрыть маржин-коллы. Акции продают по дешевке, все это запускает такой вот, ну скажем так, крайне негативный и ураганный механизм. И поэтому вполне может быть на текущей неделе мы увидим новую встречу ФРС. Так, то, что касается дневного графика. Но здесь как бы пока никаких следов торможения не обнаруживается. То, что касается часового графика. Ну, часовой график указывает, что на 35-35, как я в телеграм-канале писал, здесь вот добили остатки стопов, маржин-колы повыходили. Вот, и, соответственно, часовой график вот здесь нарисовал разворотную формацию. И цель движения этой разворотной формации ближайшей 35.77. Ну и если в ближайшие дни дойдем 38.18 и пробьем, то здесь как бы будет ускорение движения на 45 с половиной. Но смотрите, здесь с одной стороны есть фундаментальные факторы, с другой стороны такое падение, оно носит крайне эмоциональный характер. И, скажем так, ну навряд ли такое падение, оно соотносится, по крайней мере, с текущим положением дел. Я думаю, что здесь все-таки более вероятен отскок. Но вот при пробитии этого диапазона 31, 27,1 это реально уже будет Армагеддон. То есть здесь рынки все, они просто сложатся. И здесь как бы будет играть взаимосвязи фактор. То есть что фонды распродают нефть по маржин-коллам, покрывают за счет продажи акций и даже золота. И соответственно здесь будет сыпаться вообще все, что попадет под руку. Текущий уровень цен на нефть соответствует индексу ММВБ в диапазоне 1700-1900 и по РТСу диапазон 600-850. То есть при такой нефти есть куда российскому рынку проседать. Так, ну и что касается курса рубль-доллар. Смотрите, вот на Форексе, то есть в Лондоне там и так далее, на сегодня курс доходил до 73,5 рубля за доллар. Если мы посмотрим до этого динамику событий, которая была, то январь 2016 года, как раз когда была достигнута 27 долларов за баррель, диапазон курса российской валюты к доллару США находился от 71 до 86. То есть при такой нефти, ну, явно курс будет более чем 72-75 рублей за доллар. Вопрос только в том, насколько долго продлится такие цены на нефть и не пойдут ли они ниже. Так, друзья, ну и соответственно по евро тоже на Форексе сегодня
рост евро к рублю. Курс доходил почти до 84 рублей за евро. И когда была аналогичная ситуация, но там, правда, цена на нефть была пониже, это январь 2016 года, то здесь, соответственно, диапазон курса евро был 77,94 рубля за евро. Поэтому при сохранении таких цен на нефть мы в самое ближайшее время увидим движение на 94 и, возможно, 97 рублей за евро. Абсолютно никакого здесь ни паники, ни призывов нету. Вот просто цифры, то есть куда это может дойти, исходя из корреляции. Какая была нефть тогда и какие были цены за валюту. Так, все, друзья, но это не окончательно. Надо еще будет посмотреть, что сегодня вечером и завтра утром. Соответственно, исходя из этого, понять степень трэша, который происходит. Вот, конечно, все сегодня еще может отскочить. И завтра мы можем, скажем так, открыться не с таким армагеддцом, соответственно, ситуация может быть полегче. Такое тоже возможно. Однако, судя по тому, что мы еще не видели, как отторговалась основная американская сессия, а там с таким снижением сейчас пойдут чудовищные маржин-коллы, как бы ни оказалось так, что на самом деле сегодня еще было не совсем страшно по сравнению с тем, что будет вчера. По сравнению с тем, что будет завтра. По-черномырдински заговариваюсь. Ладно, все, спасибо за внимание, всего вам наилучшего. Будьте готовы ко всему. Решимость, она позволяет решать все вопросы.